Урок 1. Любимые достопримечательности. Я учту это. Какие достопримечательности вам больше всего нравились? Мне очень понравилось посещать исторические достопримечательности. Они были увлекательными. Звучит потрясающе. Исторические места часто рассказывают такие богатые истории. Да, и мне нравилось знакомиться с местной культурой в этих местах. Я ценю, что осмотр достопримечательностей может расширить наши перспективы. Абсолютно. Каждое место имеет свой неповторимый шарм и историю. Давайте составим список мест, которые обязательно нужно посетить для нашей следующей поездки. Отличная идея. Мне не терпится открывать для себя новые места вместе. Мне не терпится оставить еще больше незабываемых воспоминаний о наших приключениях. Урок 2. Размеры коробок. Они бывают разных размеров. В нашу самую большую коробку поместится и ноутбук. Это впечатляет. Это действительно полезно для безопасной транспортировки электроники. Абсолютно. Разные размеры обеспечивают универсальность упаковки. Да, это упрощает организацию вещей для поездок или хранения. Мне нравится, насколько практичными могут быть эти коробки как для личного, так и для делового использования. Определенно. Они необходимы для обеспечения безопасности и порядка. Давайте рассмотрим другие варианты, чтобы узнать, что еще доступно. Отличная идея. Я уверен, что мы сможем найти коробки, отвечающие всем нашим потребностям. Я с нетерпением жду возможности найти идеальные решения для нашего хранилища. Урок 3. Свадебная радость. Во время свадьбы, когда органист играет веселую музыку, некоторые прихожане плакали, но не потому, что им было грустно. Это трогательно. Свадьбы могут вызвать такие сильные эмоции. Абсолютно. Это прекрасный момент, наполненный радостью и любовью. Да, во время таких торжеств очень часто встречаются слезы счастья. Мне нравится, как свадьбы объединяют людей, чтобы отпраздновать любовь. Я тоже. Это напоминание о важности отношений. Давайте обязательно будем ценить эти моменты, когда мы посещаем свадьбы. Да, запечатлеть эмоции на фотографиях — отличный способ запомнить их. Мне не терпится отпраздновать любовь и счастье на следующей свадьбе. Урок 4. Вызов Форда. За этой историей стоит давление на Ford с целью производства небольшого автомобиля, способного конкурировать с импортными автомобилями. Это интересно. Автомобильная промышленность всегда сталкивалась с жесткой конкуренцией. Да, Pinto стал важным ответом на эти требования рынка. Удивительно, как компании адаптируются к меняющимся предпочтениям потребителей. Абсолютно. Инновации – ключ к сохранению актуальности на таком динамичном рынке. Интересно, как в то время публика восприняла Пинто. Было бы интересно изучить как ее успехи, так и проблемы. Да, понимание ее влияния может стать ценным уроком для современного рынка. Давайте углубимся в эту тему, это важная часть истории автомобилестроения. Урок 5. Соответствует размеру. Звучит отлично. А как же размер? Соответствуют ли они размеру? Да, я слышал, что они идеально подходят,
что отлично подходит для покупок в интернете. Это большое облегчение. Всегда сложно покупать одежду, не примерив ее сначала. Абсолютно. Правильный крой может существенно повлиять на то, насколько комфортно вы себя чувствуете. Я всегда ценю бренды, которые предоставляют точную информацию о размерах. Я тоже. Это экономит много времени и избавляет от необходимости возвращать товар. Давайте проверим их таблицу размеров, прежде чем принимать какие-либо решения. Отличная идея. Это поможет нам выбрать лучшие варианты. Мне не терпится увидеть, какие фасоны мы можем найти в наших размерах. Урок 6. Ограничения на полеты. Важно помнить, какие предметы запрещены на рейсах. Да, острые предметы, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества категорически запрещены. Я считаю, что очень важно быть в курсе этих правил перед поездкой. Абсолютно. Это помогает обеспечить безопасность всех во время полета. Я ценю, насколько тщательные проверки безопасности помогают поддерживать стандарты безопасности. Да, и знание правил может упростить процесс посадки. Давайте еще раз проверим багаж перед тем, как отправиться в аэропорт. Хороший план. Это избавит нас от любых сюрпризов в последнюю минуту. Я с нетерпением жду нашей поездки и позабочусь о том, чтобы мы соблюдали все рекомендации. Урок 7. Отслеживание расходов. Сейчас, учитывая все расходы, я понимаю важность составления бюджета. Именно так. Вы следили за расходами во время поездки. Да, я постарался записать все расходы, чтобы узнать, куда ушли наши деньги. Это разумный подход. Это помогает определить области, в которых мы можем сэкономить. Абсолютно. Я поняла, что мы потратили немало времени на питание вне дома. То же самое и здесь. Приготовление пищи дома может значительно сэкономить нам в долгосрочной перспективе. В следующий раз я постараюсь внимательно следить за нашим бюджетом. Отличная идея. Заблаговременное планирование может сделать наши поездки более приятными. Я с нетерпением жду возможности путешествовать умнее в будущем. Урок 8. Трудовая борьба. Давление, оказываемое профсоюзными активистами в ходе более чем столетней борьбы, сегодня сформировало трудовые права. Да, интересно видеть, как далеко мы продвинулись в области прав трудящихся. Масштабы этого законодательства отражают продолжающуюся борьбу за справедливое обращение. Абсолютно. Это показывает силу коллективных переговоров и солидарности. Я считаю, что понимание этой истории необходимо для оценки наших нынешних прав. Я согласен. Важно отдать должное тем, кто боролся за эти свободы. Давайте подробнее рассмотрим, как эти движения повлияли на современное трудовое законодательство. Звучит как отличная идея. Мы можем многому научиться из прошлого. Мне не терпится углубиться в эту важную тему. Урок 9. Безопасность гладильного оборудования. Напоминаем, что необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации гладильного оборудования. Да, безопасность играет ключевую роль при использовании всего, что выделяет тепло. Я всегда сначала проверяю шнур и настройки температуры. Это умная практика. Это помогает предотвратить несчастные случаи.
Думаю, во время глажки также важно носить подходящую одежду. Абсолютно. Свободная одежда может представлять опасность вблизи горячих поверхностей. Давайте всегда будем держать помещение в чистоте во время глажки. Хорошие замечания. Очень важно не отвлекаться во время процесса. Вместе мы сможем создать безопасную и эффективную процедуру глажки. Урок 10. Изучение местных обычаев. Безопасность важна для нас обоих, особенно во время путешествий. Я полностью согласен. Перед отъездом нам следует изучить местные обычаи. Понимание культурных норм поможет нам избежать недоразумений. Да, важно знать, как вести себя в разных условиях. Думаю, это также улучшает наши впечатления от путешествий, связывая нас с местными жителями. Абсолютно. Знание местных традиций может быть очень полезным. Давайте составим список того, что нужно узнать о местах, которые мы посетим. Отличная идея. Это сделает наше приключение более значимым. Мне не терпится вместе исследовать новые культуры. Урок 11. Следите за тенденциями. Да, я следил за ними, что привлекло ваше внимание. Я обратил внимание на новые продукты, которые они недавно выпустили. Они выглядят многообещающе. Это интересно. Всегда приятно видеть инновации в действии. Абсолютно. Мне нравится, как компании адаптируются к меняющимся требованиям рынка. Да, это свидетельствует об их стремлении оставаться актуальными и конкурентоспособными. Давайте обсудим, как эти тенденции могут повлиять на наши планы на будущее. Отличная идея. Быть в курсе событий поможет нам принимать более взвешенные решения. Я с нетерпением жду возможности глубже погрузиться в эту тему вместе. Да, это будет поучительно. Урок 12. Обнаружение сокровищ. Моя бабушка взяла нож и вскрыла защелку. В сундуке было полно всевозможных сокровищ. Звучит интригующе. Обнаружение спрятанных предметов может быть очень увлекательным занятием. Абсолютно. Это как открыть капсулу времени, наполненную воспоминаниями. Могу себе представить, какие истории скрываются за этими сокровищами. Да, Каждый предмет, вероятно, имеет особое значение или имеет свою историю. Мне нравится, как такие открытия могут связать нас с нашим прошлым. давайте посмотрим, какие сокровища мы можем найти в наших семьях. Звучит как забавная идея. Это может привести к нескольким увлекательным историям. Мне не терпится увидеть, что мы сможем открыть для себя вместе. Урок 13. Вечная любовь. Они помогают другим людям и помогают друг другу. Они женаты уже более 50 лет. Это невероятно. Такое долгосрочное партнерство действительно вдохновляет. Да, это показывает, как любовь может процветать благодаря взаимной поддержке. Абсолютно. Приятно видеть их преданность друг другу. Я восхищаюсь тем, как они вместе преодолевают жизненные трудности. Да, их командная работа — отличный пример для других. Я надеюсь, что в моей жизни будет такая неприходящая любовь. Я тоже. Это свидетельство силы дружеских отношений.
Давайте отпразднуем их любовь и извлечем уроки из их опыта. Урок 14. Недовольство американских колоний. Колонии в Северной Америке начали испытывать недовольство своим правительством. Да, они были разочарованы тем, что не были представлены в английском парламенте. Именно так. Это отсутствие представительства подстегнуло их стремление к независимости. Интересно, как эти чувства привели к важным историческим событиям. Да, это вызвало движения, которые в конечном итоге изменили ход истории. Я считаю, что понимание этого контекста крайне важно для понимания современного управления. Абсолютно. Давайте подробнее рассмотрим события, произошедшие за это время. Отличная идея. Удивительно видеть, как история формирует наше настоящее. Я с нетерпением жду возможности учиться вместе. Урок 15. Покупка туалетных принадлежностей. Привет, ты собираешься купить туалетные принадлежности сегодня? Да, мне нужно пополнить запасы предметов первой необходимости для ванной комнаты. У меня закончились некоторые вещи. Звучит как хорошая идея. Наличие всего необходимого облегчает жизнь. Абсолютно. Я терпеть не могу, что у меня заканчиваются такие важные вещи, как зубная паста или шампунь. Я чувствую то же самое. Всегда лучше быть готовым, особенно к неожиданным поездкам. Да, и мне нравится пробовать новые продукты, пока я занимаюсь этим. Отличный подход. Изучение новых брендов может быть увлекательным занятием. Определенно. Пойдем в магазин. Я уверен, что мы найдем хорошие предложения. Я с нетерпением жду этого. Покупка туалетных принадлежностей может быть на удивление приятной. Урок 16. Жилье для отдыха. Когда мои родители уезжают в отпуск, они обычно останавливаются в мотеле или отеле, где им удобно путешествовать. Это распространенный выбор. Проживание в мотелях или отелях может обеспечить им комфорт и доступность во время поездок. Именно так. Это позволяет им сосредоточиться на отдыхе, не беспокоясь о приготовлении пищи или уборке после этого. Да, а такие удобства, как обслуживание номеров и бассейны, могут улучшить общее впечатление и отдых. Я считаю, что им важно чувствовать себя комфортно и иметь возможность расслабиться после долгого дня прогулок. Абсолютно. Выбор подходящего жилья может сыграть решающую роль в создании незабываемых впечатлений от отпуска. Думаю, нам следует подумать об аналогичных договоренностях для нашей предстоящей поездки. Это позволит нам получить максимум удовольствия. Звучит как отличная идея. Давайте рассмотрим несколько вариантов, соответствующих нашему бюджету и предпочтениям. Да, и давайте обратим внимание на места, которые также предлагают уникальные впечатления. Это сделает наше путешествие еще более увлекательным. Урок 17. Варианты коммуникации. Некоторое время я общался с ними по телефону. В наш цифровой век это очень разумный шаг. Да, благодаря мобильным технологиям теперь оставаться на связи очень просто. Они помогают поддерживать отношения, несмотря на расстояние. Именно так. Я считаю, что это невероятно помогает координировать планы и следить за тем, чтобы все были на одной волне. Абсолютно. Удивительно, как быстро мы можем обмениваться сообщениями, фотографиями и даже видеозвонками, чтобы стать ближе.
Думаю, это помогает немного избавиться от одиночества, которое может возникнуть вдали от дома. Да, и это позволяет проводить спонтанные разговоры, которые могут украсить ваш день, где бы вы ни находились. Не могу не согласиться. Помогло ли это вам почувствовать себя ближе, когда вы недавно путешествовали? Определенно. Мне нравилось делиться своими впечатлениями в режиме реального времени, и мои друзья чувствовали себя частью этого путешествия. Это замечательно. Давайте продолжим разумно использовать наши телефоны, чтобы оставаться на связи даже во время наших собственных приключений. Урок 18. Политическая осведомленность. Когда речь идет о кандидатах и их политике, это разумный подход, позволяющий оставаться в курсе событий, особенно во время избирательного сезона. Я много изучал разных кандидатов. Понимание их платформ необходимо для принятия обоснованных решений. Именно так. Важно знать не только их обещания, но и то, как эти политики могут повлиять на наше сообщество и будущее. Да, и участие в обсуждении их политики поможет нам лучше понять последствия наших решений. Я считаю, что информированный избиратель дает нам возможность отстаивать наиболее важные для нас вопросы. Абсолютно. Мы обязаны участвовать в демократическом процессе и привлекать наших лидеров к ответственности. Я рада, что мы ведем этот разговор. Очень важно побудить других присоединиться к ним и активно выполнять свои гражданские обязанности. Да, давайте продолжим делиться информацией и ресурсами, которые также помогут нашим друзьям и родственникам оставаться в курсе событий. Вместе мы сможем создать сообщество, которое ценит образование и осведомленность, когда речь идет о политическом участии. Урок 19. Культурное разнообразие. Удивительно, как некоторые франкоканадцы и акадийцы формировали культуру этого острова на протяжении многих лет. Действительно, их уникальные традиции и история обогащают местное сообщество, и мы должны отпраздновать это событие. Абсолютно. Интересно, как им удалось сохранить свою самобытность и интегрироваться в более широкую культурную структуру. Да, и то, как они сочетают свой язык и обычаи с повседневной жизнью, создает яркую атмосферу, не похожую ни на одну другую. Я часто задаюсь вопросом, насколько сильно изменилась социальная динамика острова из-за этого культурного взаимодействия за эти годы. Для них это должно стать настоящим путешествием, позволяющим найти баланс между наследием и адаптироваться к изменениям, происходящим в современном обществе. Именно так. И очень важно, чтобы все ценили и уважали эти различия, поскольку они способствуют формированию более инклюзивного сообщества. Я полностью согласен. Понимание и принятие разнообразия могут способствовать формированию чувства принадлежности у всех участников. Это прекрасное напоминание о том, что культурный обмен обогащает всех нас, и мы должны гордиться нашей общей историей. Урок 20. Эволюция языка. Задумывались ли вы о том, как развивался английский язык, особенно когда в него начали входить научно-технические термины? Довольно интересно наблюдать за тем, как несколько сотен лет назад в язык вошли новые слова и фразы, отражающие меняющиеся приоритеты общества. Безусловно, удивительно, что эти термины часто отражают суть новых открытий и инноваций, формировавших мир. Да, и то, как язык адаптируется к этим понятиям, показывает, насколько динамичным и отзывчивым может быть общение. Это почти как живой организм, который постоянно растет и меняется с каждым новым поколением и технологическим прогрессом.
Конечно. И удивительно, как эти изменения влияют не только на словарный запас, но и на наше мышление и самовыражение. Именно так. Эта эволюция языка действительно подчеркивает взаимосвязь культуры, науки и коммуникации с течением времени. Мне нравится такая точка зрения. Она напоминает нам о том, что язык — это не только инструмент общения, но и отражение нашего коллективного пути. Это интересная тема, и я думаю, что учащимся важно ценить историю, лежащую в основе слов, которые они используют каждый день. Урок 21. Комфорт во время ухода. Приятно осознавать, что когда я приду на процедуру, мама будет рядом со мной на протяжении всего периода лечения. Приятно слышать, что присутствие рядом с вами кого-то из знакомых действительно может существенно повлиять на ваше самочувствие в такие моменты. Определенно. Я слышала, что медсестры очень внимательны и сделают все возможное, чтобы во время моего пребывания там царила приятная атмосфера. Да, и знание того, что они предложат вам выпить и помогут вам чувствовать себя комфортно, поможет вам избавиться от любого беспокойства. Я очень благодарна за заботу, которую они оказывают. В условиях неопределенности очень важно иметь рядом отзывчивых профессионалов. Это действительно так. И я думаю, здорово, что у вас есть система поддержки, которая позволяет упростить весь процесс. Именно так. Знание того, что я не буду одинока, помогает мне подойти к этому с более позитивным настроем. В этом и заключается дух. Сосредоточение внимания на уходе и поддержке, которые вы получаете, может действительно изменить ваше мнение во время таких И это впечатлений. напоминание о том, как важно иметь сильную сеть поддержки, особенно когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями. Урок 22. Морское наследие. Знаете ли вы, что рыбаки уже почти 200 лет работают в бухте Пегги, внося свой вклад в ее богатое морское наследие? Это невероятно. История этого места тесно переплетена с океаном и жизнью тех, кто полагается на него как на источник средств к существованию. Да, и интересно думать о том, как их традиции и обычаи передавались из поколения в поколение. Абсолютно. Истории этих рыбаков словно отголоски прошлого, напоминающие нам о более простых временах, связанных с природой. А захватывающие дух пейзажи вокруг бухты Пегги придают еще большую привлекательность, поэтому ее обязательно стоит посетить тем, кто ценит красоту побережья. Определенно. Это место, где суровый ландшафт встречается с бурными водами Атлантики, создавая уникальную атмосферу. Более того, то, как общество развивалось, сохраняя свои рыболовные корни, свидетельствует об устойчивости и способности к адаптации. Я полностью согласен с этим. Воодушевляет то, как местные жители уважают свое наследие и одновременно принимают вызовы современности. Это сочетание старого и нового действительно обогащает культурный гобелен этого района, привлекая как гостей, так и местных жителей. Урок 23. Итальянские деликатесы. Знаете, я питаю слабость к итальянской кухне. Во вкусах есть что-то, что действительно очаровывает мои вкусовые и рецепторы. Я прекрасно понимаю. Паста и пицца, безусловно, тоже мои слабые стороны. Кажется, в каждом блюде есть своя история традиций и страсти. Именно так. Будь то сливочная пицца Альфредо или классическая пицца Маргарита. В каждом кусочке есть неотразимый шарм. И давайте не будем забывать о свежих ингредиентах, таких как базилик и помидоры, которые действительно превращают блюдо в нечто необычное. Да, акцент на качественных ингредиентах делает итальянскую кухню такой особенной и приятной, словно теплые объятия изнутри.
Не могу не согласиться. Кроме того, разнообразие безгранично. Вы можете исследовать разные регионы и их уникальные интерпретации традиционных рецептов. Абсолютно. Удивительно, что каждый регион Италии привносит свои изюминки, предоставляя нам бесчисленное множество возможностей для отдыха. А совместная трапеза, особенно в итальянской обстановке, создает ощущение общности, которое трудно повторить где-либо еще. Это правда. Совместная еда в окружении смеха и хорошей беседы делает еду еще вкуснее. Урок 24. Внимание к деталям. Итак, я заметил, что с полом есть небольшая проблема. В некоторых местах он кажется неровным. Правда. Это, безусловно, то, что нам следует решить. Я сразу же запишу это на заметку, чтобы мы могли убедиться, что проблема будет Да, я исправлена. думаю, что важно поддерживать все в хорошем состоянии, особенно если мы хотим создать безопасную и комфортную среду. Абсолютно. Я обязательно свяжусь с командой по техническому обслуживанию и сообщу им, что нам нужно новое решение по напольным покрытиям для этой зоны. Звучит великолепно. Я ценю ваше усердие и заботу об этих деталях. Это действительно влияет на то, как мы наслаждаемся этим пространством. Спасибо. Я считаю, что внимательное отношение к этим аспектам доставляет удовольствие всем участникам. Именно так. Ухоженная среда отражает наши ценности и приверженность к качеству и производит неизгладимое впечатление на посетителей. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы создать уютную атмосферу, которая побуждает людей чувствовать себя комфортно. И я уверен, что после ремонта напольных покрытий это значительно повысит общую привлекательность пространства. Урок 25. Изучение новых увлечений. Я думал о том, что сейчас у меня нет хобби, и мне кажется, что мне нужно что-то, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. Это совершенно понятно. Поиск хобби может стать отличным способом выразить себя и избавиться от ежедневного стресса. Именно так. Что вы предлагаете мне попробовать? Я открыт для идей, но просто не знаю, с чего начать. Как насчет того, чтобы попробовать рисовать? Это может быть невероятно терапевтическим эффектом, и вам не нужно быть профессионалом, чтобы получить удовольствие от Звучит этого интересно. процесса. Я всегда восхищалась искусством, но никогда не решалась создавать свое собственное. Все дело в том, чтобы получать удовольствие от игры. Вы можете экспериментировать с цветами и техниками, не требуя при этом ни малейшего давления, чтобы В добиться этом идеального есть результата. смысл. Думаю, мне бы понравилась свобода самовыражения с помощью цветов на холсте. Кроме того, вы также можете попробовать сыграть на музыкальном инструменте. Музыка — еще один прекрасный источник творческих способностей и эмоций. Отличная идея. Я всегда хотела научиться играть на гитаре. Это был бы отличный способ совместить творчество с социальным аспектом. Урок 26. Участие молодежи в футболе. Я надеюсь, что когда-нибудь во многих частях мира количество девочек, играющих в футбол, сравняется с количеством мальчиков среди детей. Это было бы фантастическим достижением. Футбол — это любимый всеми вид спорта, и он заслуживает того, чтобы быть инклюзивным для всех. Я полностью согласен. Очень важно поощрять молодых девушек к занятиям спортом, так как это способствует командной работе и укрепляет уверенность в себе. Да, и предоставление равных возможностей может помочь разрушить стереотипы и расширить возможности нового поколения спортсменок. Именно так.
Я считаю, что когда девушки видят образцы для подражания в спорте, это вдохновляет их заниматься своими увлечениями без ограничений. Абсолютно. Многие организации сейчас сосредоточены на поощрении участия девочек, что является важным шагом в правильном направлении. Мне не терпится увидеть, как развивается это движение и как оно может привести к более сбалансированному представительству в спорте. Я тоже. Пришло время отдать должное таланту и самоотверженности молодых спортсменок так же, как и их коллег-мужчин. Давайте продолжим поддерживать инициативы, поощряющие девочек заниматься спортом. Вместе мы можем помочь изменить ситуацию к лучшему. Урок 27. Размышления о прогрессе. Размышляя о прошедшем десятилетии, я понимаю, что мне и моим соотечественникам прошло 10 лет середины века, в котором произошли значительные перемены. Удивительно, как много изменилось за это время, особенно с точки зрения технологий и социальных норм. Абсолютно. Достижения, которые мы видели, изменили нашу повседневную жизнь, поэтому необходимо адаптироваться и расти вместе с ними. Да, и также интересно подумать о том, как эти изменения повлияли на наши ценности и взгляды как общество. Я полностью согласен, нам пришлось столкнуться с различными проблемами и возможностями, которые сформировали нашу коллективную идентичность. Это путь роста, не так ли? Каждый опыт помогает нам понять, что значит быть частью этого сообщества. Определенно. И по мере того, как мы продвигаемся вперед, важно размышлять о прошлом и смотреть в будущее непредвзято. Я сам не мог бы сказать этого лучше. Наша история служит основой для построения более светлого и инклюзивного будущего. Именно так. Вдохновляет размышления о том, что нас ждет впереди, и о том, как мы можем внести свой вклад в позитивные изменения в нашем обществе. Урок 28. Занятие фитнесом. Регулярно ли вы занимаетесь спортом для поддержания физической формы? Я обнаружил, что это действительно помогает мне поддерживать уровень энергии и общее самочувствие. Да, верю. Каждое утро я хожу на пробежку, и это стало неотъемлемой частью моей повседневной жизни, чего я с нетерпением жду. Звучит фантастически. Бег трусцой– отличный способ начать день, особенно на свежем воздухе и в спокойной обстановке. Абсолютно. Это не только поддерживает физическую форму, но и очищает ум и задает позитивный тон на весь день. Я полностью согласен, есть что-то бодрящее в том, чтобы проводить время на свежем воздухе и двигать телом в ритме природы. Да, и мне нравится, как бег позволяет мне общаться с окружающей средой, будь то тихий парк или шумный район. Похоже, это прекрасный способ включить фитнес и внимательность в свою жизнь. Именно так. А еще это дает мне возможность открыть для себя новые маршруты и исследовать разные районы города. Отличная перспектива. Думаю, мне стоит подумать о том, чтобы начать заниматься утренней пробежкой, чтобы воспользоваться этими преимуществами. Урок 29. Мечты о Гавайях. Вы когда-нибудь задумывались о том, как здорово было бы посетить Гавайи? Пышные пейзажи и потрясающие пляжи кажутся настоящим раем. Звучит замечательно. Идея отдохнуть на прекрасном пляже с пальмами, качающимися на ветру, очень привлекательна. И давайте не будем забывать о невероятной культуре и теплом гости. Преемстве местных жителей– это поистине не уникальный опыт. Абсолютно. Я слышала, что обязательно нужно посетить традиционный луау,
где можно насладиться вкусной едой и захватывающими выступлениями. Да, музыка и танцы хула создают такую яркую атмосферу. Это похоже на захватывающие путешествия в самое сердце гавайской культуры. Кроме того, здесь есть множество развлечений. От сноркелинга в кристально чистых водах до захватывающих пешеходных троп с панорамными видами. Именно так. Мне бы очень хотелось исследовать вулканические пейзажи и, возможно, даже попробовать серфинг на этих знаменитых волнах. Звучит как приключение. Мы также могли бы посетить исторические места и узнать больше о богатой истории островов. Определенно, поездка на Гавайи станет не только отпуском, но и возможностью для личностного роста и открытий. Урок 30. Обсуждение интеллектуальной собственности. Думаю, очень важно уделить время обсуждению прав интеллектуальной собственности, особенно в нашем текущем проекте. Я полностью согласен. Понимание этих прав поможет нам защитить наши идеи и инновации в будущем. Именно так. Нам также следует обратить внимание на важность соглашения конфиденциальности для защиты конфиденциальной информации в нашей команде. Да, конфиденциальность играет ключевую роль при совместной работе над творческими проектами, поскольку она гарантирует, что каждый может спокойно делиться своими мыслями. Я считаю, что, рассматривая эти темы заранее, мы сможем создать прочную основу, основанную на доверии и уважении к вкладу друг друга. Абсолютно. Это не только защитит нашу работу, но и создаст атмосферу сотрудничества, в которой каждый будет чувствовать, что его ценят. А наличие четких инструкций поможет нам избежать возможных споров в будущем и сосредоточиться на том, что действительно важно на нашем творчестве. Это замечательное замечание. Когда каждый понимает свои права и обязанности, это повышает нашу производительность и мотивацию. Я рад, что мы едины в этом вопросе. Это говорит о том, что мы стремимся создать позитивную и профессиональную атмосферу.